Одному начальник штаба говорил то, что отрежет ему яйца канцелярским ножом, а второму говорил то, что его застрелят. 90% людей просто алкоголики, бездельники. Пытались их спаивать, подкидывать различного рода фальсификационные какие-то материалы. До начала войны я представлял армию вообще как такую некую одну дисциплинированную машину, когда люди объединены какой-то общей идеей, и они, используя инструменты мотивационные, дисциплинарные, они пытаются прийти к какому-то общему знаменателю, какой-то общей цели. Как вы рекламировали, это скорее как показатель такой дисциплины, мощного вооружения, каких-то технологий, развития и прочих таких элементов, которые нам пытались донести, соответственно, через рекламу, через какие-то ролики пропагандирующие. Ты на это смотришь и видишь, что реально армия как бы готова к каким-то действиям, как бы к обороне. Нас же все-таки учили тому, что мы будем обороняться, да, от так называемых противников с Запада. В целом армия, как бы мне именно такое представлялось. Какой-то прям сильной структуры, да еще и при этом ее называли чуть ли не второй армией мира, потому что она прям реально готова ко всему. Уже будучи в войсках, я начал понимать, что это на самом деле не так. По итогам срочной службы я армии представлял, что это полностью разворованная структура, не имеется никакого снабжения, что вот, допустим, я водитель, и элементарно, чтобы, допустим, не сделать ТО на машине, мне приходится покупать, фильтра за свой счет. К примеру, это самая мелкая затрата, которая может произойти, не говоря уже о каких-то там поломках. И я прекрасно понимал, что это не только на срочной службе, это и в войсках, и на войне, скорее всего, точно так же. Я родом с приграничной зоны. Когда началось вторжение, мне показалось, что это что-то невозможное. Соседи, с которыми всегда были в хороших отношениях, вдруг началась война. Я не мог себе, в общем, представить то, что что моя страна будет находиться в таких отношениях с соседами. Я находился в отпуске. Я смотрел обращение Путина по этому поводу и не понимал, как вообще возможно начать войну в 21 веке. Это ужасно. Я испытывал тревогу и не понимал, что будет дальше вообще. Война — это сродни, я считаю, каким-то катастрофам глобальным, потому что уносится очень много жизней, разрушение инфраструктуры. То есть это действительно для человечества война — это катастрофа. Я это перенес с такой долей даже, возможно, сочувствия к стране и ко всем людям, кого это затронуло. Так резко это все произошло, потому что обращение это было. Вначале я даже не думал, что это какие-то боевые действия вообще будут связаны, просто российские войска зайдут, соответственно, в Украину там, и уже сразу будет на месте решен вопрос как-то. То есть уже договорятся, и, соответственно, там все, что нужно, Россия отойдет к России, там будет поделено. То есть я не представлял, что это будут реально какие-то масштабные боевые действия, что будут убивать людей. Прилетает такая новость, что вот началась война. То есть какие ощущения тут могут быть? Наверное, непонимание ситуации первоначально, вообще не осознание того, что, в принципе, в реальности война на тот момент она была как будто бы вообще невозможна, в принципе. Когда началась война, я даже не понимал, что именно она происходит. Город очень маленький, и он далеко, очень далеко от фронта. По телеку что-то показывают, война, как даже не вникали. А 21 сентября, когда объявили мобилизацию, я в этот день сидел в военкомате. Якобы нас должны были отправить с работы на танковый завод. Но в момент того, когда мы присутствовали в военкомате, пришла телеграмма, что объявили мобилизацию. Военком зашел к нам в кабинет, сказал: готовьтесь. Через неделю мы уехали. Сослуживцы мои поддерживали это все. Потому что они не думали что им придется воевать. Я служил в ракетных войсках стратегического назначения, а данные войска не предназначены для ведения конвенциональной войны.
Они не понимали, что происходит, почему именно на границе с Украиной началось такое большое сосредоточение техники и боевых боеприпасов. И когда уже объявили о том, что будет какой-то марш с пересечением границы с Украиной военной техники и боеприпасов, тогда уже люди просто находились в недоумении и не понимали, что делать. То есть это как касалось какого-то рядового солдата, так и касалось высшего офицерского состава. Сослуживцы реагировали по-разному, то есть 50 на 50. Кто-то уже тогда заранее понимал, что хочет уйти, хочет всего этого сбежать, и сразу отказывались от того, чтобы в этом участвовать. Дело в том, что нам всем втирали про то, что мы якобы на учениях совместных в Беларуси находиться. Ну, с этими мыслями, в принципе, все ехали туда, большинство людей реально полагало, что так и будет. Вот. А командиры, многие командиры, да, то есть кто как говорил, будут реально боевые действия, половина говорил, другие, да нет, вот съездите там на пару месяцев, постреляйте на полигонах совместно с белорусами и все. Ну, командиры всегда говорили, что типа все под контролем, типа там ничего страшного не происходит, как бы отправишься в зону боевых действий, типа все нормально будет. В общем, они считали, что все под контролем, но сами в боевых действиях не участвовали, как правило. Как относились мои командиры к этому? Ну, вот когда я приехал, все как будто, ну, так и должно быть. Ну, типа, все, мы вот там защищаем там русский народ. По факту напали на чужую территорию. 90% людей просто алкоголики, бездельники, которые не могут найти себя в жизни, наверное. И поэтому они оказались там. Командиры обрисовывали происходящее таким образом, что ребята, мы должны выполнить поставленную задачу, вас же этому учили несколько лет, и поэтому как бы вы здесь не для того, чтобы проявлять инициативу и вообще, в принципе, задавать какие-либо вопросы командованию. Все говорили в основном то, что это учение. Да и, в принципе, командир бригады собирал нас, говорил, что вы, ребят, поедете на учение и в марте где-то вернетесь. Кто-то уже тогда, да, предполагал, что да, это скорее всего будет боевые действия там. Обычно вот говоришь со служивцами именно, что будет дальше, как это вообще будет все происходить. Таких как бы до этого сборов не было еще, чтобы прям так мощная какая-то проверка была, чтобы всех строили, готовили к каким-то прям перемещением, скажем так, большим. То есть, считай, всю целую бригаду поднимали, всех контрактников, и неизвестно куда отправлять. Сослуживцы разговаривали на такие отвлеченные темы, что будет, если Украина действительно сдаст свои позиции, а что будет, если у них поменяется президент, а что будет, если и так далее. То есть очень много таких отвлеченных вопросов, не связанные непосредственно с боевыми какими-то действиями, непосредственно с тем, что гибнет гражданское население, гибнут их же сослуживцы у них на глазах день за днем, поэтому старались об этом не думать. Материальное обеспечение в войсках до войны находилось в таком же печальнейшем состоянии, как и находится сейчас. Объясню почему. Все смотры военной техники проводились спустя рукава, то есть все на бумажках было все красиво, все складно, все в елочку. Когда действительно проводились какие-то практические осмотры в парках, там, в полевых или в пункте постоянной дислокации, все четко понимали, что что-то не работает, чего-то не хватает, каких-то зипов, не проводятся ремонты, техническое обеспечение первой, второй категории и так далее. В подразделении из 6 БТРов работало только 3. 3 БТРа постоянно находились на ремонте. Сколько я служил, столько они находились на ремонте. КАМАЗы были, и на них постоянно водители покупали за свой счет запчасти. Они постоянно ломались, потому что тоже были достаточно старые. Я служил в пехоте срочную службу. И вот, допустим, у нас бригада была там 3000 только срочных солдат. Техника была на грани рассыпаться. Допустим, тебе что-нибудь с тормозного механизма понадобилось, тебе надо было идти либо рожать с другой техники, либо дождаться ночи, чтобы зайти на склад, где стоит законсервированная техника на случай войны, и снять ее оттуда. Ничего не финансировалось. Все за свой счет и за свои идеи. Половина техники по штату уже либо сгорела, либо была в каком-то
ужасном состоянии. Большинство машин, им было, в общем, по 40, по 50 лет техники. Даже солдатам обычным просто в расположении, в части не хватало зимней одежды, то есть не было зимних курток. Даже комдиву не досталось куртки со склада. Вот лично у меня, если взять как пример, находилось 4 машины. 2 из них уже были нерабочие. То есть они могли выехать и выполнять боевые задачи. Плюс одна была уже, машина вообще на списании находилась. То есть ее никак не могли списать, она уже была там последней категории годности. А если взять в целом за часть, посмотреть, вот так просто по парку можно было пройтись, посмотреть, там очень много было именно разобранных машин, которые по первой команде в принципе не могли выехать никак. И уже после начала войны эта ситуация не улучшилась. А по обмундированию, я вот сейчас вспоминаю, были моменты, когда приходили военнослужащие срочной службы, им просто выдавали какое-то тряпье на самом деле. То есть ты приходишь, предполагаешь, что тебе сразу сейчас дадут новую одежду, а тебе дают, скорее всего, какие-то просто грязные шмотки со склада, которые уже таскали до этого еще, наверное, 3 или 4 призыва. И у тебя просто нету вариантов, ты это носишь, потому что тебе говорят, ну как бы вот тебе форма есть, все, больше нигде не найдешь. Либо как-то покупай, либо еще как-то рожай. Просто войска были не готовы. Не готовы начать эту войну ни в техническом состоянии, ни в моральном, ни в каком. Командир бригады просто скидывал какие-то задачи. В основном они даже не были связаны с обучением личного состава. Там какие-то, в общем, бытовые проблемы нужно было решить, и все. Но по плану я должен был проводить занятия, заполнял эти планы. Некоторые занятия с военнослужащими срочной службы я проводил, чтобы они хотя бы какое-то представление об армии имели. Вот, на стрельбу мы не выезжали, в общем, подготовки, можно сказать, даже и не было никакой. В журнале учета боевой подготовки ставились формальные оценки, формально проводили занятия, ставили часы несуществующие, то есть там проводился какой-то предмет, и он должен был по факту проводиться, а на самом деле ничего не было. То есть где-то происходила в этот момент уборка в парке, потом покраска каких-то бордюров, то есть такие бесполезные занятия, нацеленные на то, чтобы просто занять служебное время военнослужащим. У нас в части проводились достаточно часто стрельбы, но цель была не допустить утери боеприпасов. Как таковой цели огневой вылучки не было, потому что у нас с очком ловили гильзы. Вот. И даже была такая история с тем, что полковник ползал по траве и искал в траве гильзу от АК-74М. Но это в основном было такие занятия, по большей части, как на показуху, что ли. То есть вот вы собираетесь, да, идете, получается, на занятия. И твоя задача как командира просто сделать фотоотчет, что ты реально провел занятие, а не сам факт, что ты реально его проводил. То есть неважно, никто из тебя не спросит, что обучил там кого-то, не обучил. У тебя главное было всегда фотоотчет. Я по возможности старался проводить занятия со своими подчиненными. Но чаще всего, так как на командира вешалась куча лишних задач, а это заполнение какой-то документации лишней, бюрократия, непонятные какие-то бумажки, отчеты, понимаешь, что ты просто не успеешь все это сделать. Я что на срочной службе не выстрелил ни одного патрона из автомата, что по мобилизации я получил автомат, пострел на него, мне сказали, положи обратно в коробку. Вплоть вообще доходило до каких-то подлых мер. Заставляли примерно так. Говорили, чтобы офицеры вызывали каких-то девочек военнослужащим, пытались их спаивать, подкидывать различного рода фальсификационные какие-то материалы, как-то подставить, пытались лишь бы подписали контракт. А те, кто отказывался выполнять вот эти вот приказы, их просто оставляли на работе и из части не выпускали по приказу командира части. Давление было и со стороны старшего командования на младший офицерский состав. Им говорили, что если вы не поедете, то мы просто переведем вас на равнозначную должность в штурмовые подразделения и просто отправим на войну, что и случилось непосредственно со мной. В целом сверху, как нам, как офицерам, приходила же нарядка. Сейчас нужно набрать как можно больше контрактников. Вот. И все пытались выполнить план. Я как, в принципе, противник всех этих действий, я старался как-то вообще не разговаривать об этом со срочниками. Наоборот, как бы говорить с ними: ребята, если вы действительно не хотите, вам это не нужно, не надо вообще. И не поддавайтесь на то, что на вас давят какие-то там офицеры и еще прочее. То есть у вас жизнь одна, зачем ее тратить, куда-то ехать, воевать, зачем? В дальнейшем мне также оказывали давление командиры старшие. Почему ты не набираешь нам нужное число
добровольцев на контракт, почему ты не находишь там срочников новых, которые готовы подписать контракт. То есть это каждое совещание, когда нас собирали командиров, я постоянно слушал о том, что ты не исполняешь норму, назовем так, не выполняешь какие-то наши указания. Такие методы давления были. Заставляли подписывать контракт. Тем, кто отказывался это делать, им угрожали тем, что мы отправим вас на СВО. Либо тех, кого посылали, те отказывались, им говорили то, что мы на вас заведем дело по дезертирству. Ну, они после этого сразу соглашались. У нас части отказников, грубо говоря, не было. Вот буквально несколько человек, один из них был я, остальные там буквально пару человек, которые впоследствии подписали контракт и все. Военных, как правило, запугивали просто. Говорили, что вот украинцы придут на вашу землю, типа постреляют ваших родственников, там все такое. Когда я прибыл в войска, я там был не один, нас с нескольких учебных заведений повыпускалось много молодых офицеров. И, я так понимаю, каждому предложили либо уволиться, либо отправиться на войну. И вот нас было около 40 человек, все начали увольняться. Вот тогда уже сам командир дивизии собрал нас всех. Вот, и у каждого лично спрашивал, типа, почему увольняешься, и все такое. У каждого запугивал, кого-то там избить даже хотел. Ну, в общем, такие вот дела. К примеру, угрожали статьей посадить на тюрьму, либо посадить в яму. Там, содержали отказников, провинившихся солдат. Ну, там, кто выпил, кто употребил наркотик, кто, допустим, пытался сбежать, но не сбежал. Но главная угроза, наверное, была, что при любой непонятной ситуации командование говорило: да я тебя на передок отправлю. За меня 2 раза подписывали контракт в 23-м и 24-м году, соответственно. Я обращался в прокуратуру, обращался к адвокатам, но у меня ничего не получилось. В 22-м году, после того, как я пришел с отпуска, я подошел к командиру и сказал, что я хочу перевестись на срочную службу, потому что понимал, к чему все идет, к тому, что с нашей части будут отправлять людей рано или поздно. Но на это он мне ответил, что нет, все будет хорошо, вот, никто никуда не поедет. Также перед началом мобилизации, когда у нас начали уезжать первые люди с части, я подошел к своему командиру и сказал что я хочу перевестись. Во второй раз подошел, на что он мне ответил, что нет, это люди, которые добровольно поехали и никого не будут отправлять на войну принудительно. Но потом началась мобилизация, и уволиться после этого было уже невозможно. У нас в части была такая практика, что заставляли людей подписывать контракты, и тех же, кто отказывался, на них оказывали давление, водили к начальнику штаба. Одному начальник штаба говорил что отрежьте ему яйца канцелярским ножом, а второму говорил что его застрелят. Это оказало на них, естественно, влияние, и они под угрозой подписали контракты. Тех, кто не подписывал, также их лишали премий. Вот, и они постоянно ходили на беседы, так сказать, на ковер к начальнику штаба. Также их оставляли в казармах на казарменном положении, пока они не заключат контракт. Законными методами я пытался уволиться еще и до начала войны. Я пытался уволиться из военной академии, в которой учился. То есть, когда я попал на первый курс и посмотрел буквально месяц, как там все происходит, меня уже отпало желание становиться военнослужащим, и все мои представления об армии, они просто разрушились на моих глазах, как песочный замок, так скажем. Я пытался отчислиться с первого курса, со второго курса, с третьего, с четвертого и даже с пятого. То есть уже по выпуску там оставалось немного, я все равно пытался отчислиться, потому что я был тверд в своих убеждениях, и уже окончательно, перейдя на курсы старше, я начинал понимать, что ничего не поменяется по прошествиям времени. Эта машина какой была, такой и останется. Была точка зрения того, что когда закончится учеба, будет все намного полегче, будет посвободнее. Но после получения мной диплома о высшем военном образовании такого не случилось. Было все то же самое, даже хуже. Пытался уволиться с первого места службы, я всячески проходил военно-врачебные комиссии, не приходил, не являлся в часть, потому что я говорил, что мне это неинтересно, работать в этом направлении я не хочу, увольняйте меня, все как требует того законодательства. Никаких мер
не принималось, что на первом месте службы, что на втором, что на третьем, то есть везде. Пройдя эту линию обучения с курсантских времен и до момента, когда я оказался в штурмовом полку, тянулась вот эта нить какого-то безразличия, нежелания вникнуть в нужды военнослужащих. Все работало на то, чтобы сделать из военнослужащих послушных рабов послушную биомассу. Пытался уволиться по состоянию здоровья, потому что если бы была медицинская комиссия изначально по мобилизации, то меня бы не призвали. У меня, был диагноз, что, он не годен к военной службе. Я писал заявления в прокуратуры, всевозможные, писал там в администрацию, города, откуда меня призвали, писал в военкомат, везде приходили просто элементарные отписки, ничего так. Да, пытался уволиться законным методом, то есть я писал рапорты на увольнение, рапорт на отказ от командировок, но начальство как бы игнорировало все это, возвращало мне их обратно. Тогда я решил, что буду увольняться с помощью юристов. Начал пропускать службу, допускать грубые дисциплинарные проступки. Сам на себя составлял расследование, сам заносил все это в карточку учета. Но командованию это было как безразлично, невыгодно вообще терять людей. Я изначально еще хотел на 3-м курсе своего университета военного уволиться. Как военного, там получается идет военный вуз параллельно с гражданским, учебный военный центр. Но мне нужно было как-то получить диплом о высшем образовании, соответственно, я уже потом понял, что доучусь, пойду в армию и там уже уволюсь. Будучи уже в войсках, я уже уволюсь. Соответственно, когда уже был в вооруженных силах, через месяц сразу же написал рапорт об увольнении, который меня, соответственно, порвали и сказали, что дружище, ты будешь служить до конца, то есть до конца контракта. Соответственно, в дальнейшем я как-то, скажем так, служил без какой-то особой охоты и на многие задачи на самом деле сбивал. Прессинг в том, все очень просто на самом деле. Тебе кучу задач лишних вешают, которые ты абсолютно не должен выполнять. На тебя вешают имущество, не списанная одежда со срочников, не списанные какие-то элементы там бытовые, прочее, все, включая технику, на тебе это висит экономически, и все на тебя давят, то что ты должен как-то это все платить. Изначально я не собирался туда попасть, и буквально с первых минут я думал, как мне сделать так, чтобы я вернулся домой. Я не хотел участвовать в этой войне. Планировал покинуть по состоянию здоровья и доказать то, что я не годен к службе. Переломный момент случился 11 мая 24 года. За день до этой даты меня вызвал командир вновь формируемого штурмового полка, куда я был переведен без моего согласия. Я писал всяческие отказы, писал в прокуратуру жалобы, но никаких ответов не поступало. За день до этого меня вызвал на беседу командир полка и сказал о том, что если я буду продолжать так же себя вести, отстаивать такую позицию, которую я занял, меня просто в этот же день посадят в машину военной полиции, наденут на меня наручники и увезут на передний край боевых действий. Начали зарождаться мысли еще во время прохождения службы. Когда за меня подписали уже во второй раз контракт, я понял то, что от меня так просто не отстанут и от меня хотят избавиться, так как я, можно сказать, единственный человек, который сопротивлялся все это время и ни в какую не соглашался подписывать контракты. А финальным моментом стало то, что во время аттестационной комиссии по моему увольнению, которую я инициировал, меня ознакомили с приказом министра обороны о переводе меня в 15-ю штурмовую бригаду, в штурмовой полк. Тогда я понял то, что все, с законными методами уже уволиться не получится и не остается никакого варианта, кроме как дезертировать. И я, собственно, дезертировал. Финальным событием стала мобилизация. Тогда уже законными методами уже невозможно было уволиться. И я решил дезертировать. Уже когда дело дошло, когда меня вызвали на войну, скажем так, мне позвонил командир, все говорит, хорош тебе сидеть в тылу, уезжай сюда. Уже по пришествии на фронт уже начинаешь думать о том, что да,
надо что-то делать, надо отсюда бежать, ты не хочешь в этом участвовать. Я тупо дожидался, пока мне дадут отпуск, чтобы я реально мог выбраться. Я с самого начала, то есть, понимал, что я хочу выбраться. Не было какого-то финального рычага, который прям на меня надавит, что я все. Вот сейчас я не могу терпеть. Я с самого начала не хотел. Я как бы не могу просто взять, поехать на войну, например, да, вот мне это не мое было совершенно. Все, как бы ищешь варианты и какие-то возможности, с кем-то там связываешься. Может, если есть возможность там интернет выйти, начинаешь как-то чекать всю информацию, собирать постепенно. Так, соответственно, я вышел на «Идите лесом», которые мне впоследствии уже потом и помогли дезертировать, скажем так. Моя личная позиция заключается в призыве людей ни в коем случае не подписывать никакие контракты, никакие бумаги с Министерством обороны не подписывать, потому что эта организация, она еще и до войны показывала себя таким ненадежным, так скажем, работодателем, ненадежной организацией. Это подтвердит, в принципе, каждый военнослужащий. Также мой призыв заключается в том, чтобы люди, которые как-то агитируют или направляют своих родственников на войну, одумались, что по статистике в 80-90% случаев их ждет смерть, и этого родственника уже никак не вернуть, никаким образом. И последнее, что хотелось бы сказать по поводу своего отношения к войне, чтобы люди думали своей головой и не были вот погружены в эту систему и не становились какой-то ее всего лишь маленькой шестеренкой, чтобы они становились личностями, думали прежде всего о своей жизни, о жизни и здоровье своих близких, пытались как-то наладить свою жизнь, не прибегая к оружию и к насилию. Война — это страшно, это преступная война, которая нужна только Путину. Она не имеет никакого оправдания, это захватническая война, которую я не поддерживал и никогда не поддержу. Да, ненужная война. Как бы уже все устали от этой войны, как мне кажется. Ну, кроме нашего, блядь, главнокомандующего. А я против войны, в общем, считаю, что это бессмысленно. Ну, эта война не нужна никому, ни украинцам, ни русским. Это, простое мясо. Мне кажется, у всех единое мнение на самом деле о войне. Это страшно, это убийство. Все гибнут. Мирные жители, военные. Военные, которые раньше были мирными жителями, то есть все погибают. В любом случае страшно и абсолютно бесполезная война, которая вообще никому ничего не принесет. Потому что, зачем она была? Все втирали то, что украинцы нападут. Ну как украинцы могут напасть? На ядерную державу нападать? Ну то есть это вообще бред. И у людей логика вообще как-то не просыпается от этого. Я просто не понимаю. Как небольшое государство может напасть как-то на Россию. Войны просто... Ее быть не должно. Кровопролитная война, которая в дальнейшем принесет еще больше горя. Тем, кто находится сейчас на гражданке. Тем людям, которые живут в России. Люди приедут травмированные. Все это было уже на опыте войны в Афганистане, Чеченской войны. Все это проходили. А сейчас это будет в 4-кратном масштабе, если не больше. То есть все это страшно. Если кто-то из военнослужащих сейчас смотрит это интервью, дезертируйте, ребята, потому что ни вам, ни вашей семье, ни тем более стране вы не будете нужны, потому что вас просто используют, кидают как мясо. Те суммы баснословные, которые обещают, они не стоят вашей жизни. Примите правильное решение, дезертируйте с армии. Возможность уехать есть. Не думайте, что ничего не получится и оставаться там не стоит. У каждого человека своя голова на плечах. Я выбрал дезертировать, потому что не согласен вообще с этой войной. Надо уезжать просто. Если вы действительно понимаете, что эта война вообще вам не нужна, вы просто уезжайте. Бегите оттуда, это вам не нужно на самом деле. За что вы воюете? У вас есть вообще какие-то понимание, какое-то осознание того, за что вы взяли в руки оружие и пошли воевать, убивать людей? Причин не было никаких абсолютно. Никто на ваш дом не нападал, никто вас не обстреливал до февраля 2022 года. Вы жили мирно, и вам ничего не угрожало. А сейчас вы пошли убивать. Так что подумайте насчет этого и примите правильное решение. Это вам не нужно.